Правда ли, что Чингук из BTS действительно потерял контроль над собой в неожиданный момент на глазах у миллионов людей? Или за его коротким взаимодействием с Таeyoном, который сейчас сотрясает интернет, скрывается гораздо более мрачная тайна? Узнайте правду, скрытую за кулисами этой напряженной поп-индустрии, где взгляд может значить все, а молчание может стать началом разрушительной бури. Не забудьте оставить свои комментарии ниже. Поставьте лайк, если считаете, что этот репортаж предлагает новый взгляд, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующее подробное исследование этой захватывающей динамики. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит, когда гаснут прожекторы и сложные камеры, следящие за каждым движением айдолов, перестают записывать? Или, что еще хуже, когда они запечатлевают то, что должно оставаться секретом в закрытой гримерной? Мировой мир развлечений был потрясен фрагментом видео продолжительностью не более 15 секунд, который уже просмотрели сотни миллионов раз, вызвав беспрецедентно жаркие дебаты среди ARMY. Видео было не о безупречной хореографии или потрясающем вокале, а скорее о мощном эмоциональном взрыве. Момент, когда Чингук, Золотой Макне, известный своим невероятным самообладанием, казался совершенно неуправляемым в присутствии Таeyona. Что именно вызвало такую сильную реакцию? И почему Таeyon просто молча смотрел с выражением лица, которое подразумевало невыразимо глубокую рану? Инцидент начался, казалось бы, обычным вечером в Сеуле, как раз когда феноменальная группа BTS интенсивно готовилась к долгожданному секретному проекту. Атмосфера вокруг обычно тихого и хорошо охраняемого здания HYBE внезапно превратилась в центр цифровой бури, когда анонимный аккаунт загрузил фрагмент прямой трансляции, который руководство должно было удалить в считанные секунды. На размытом, но эмоционально ярком ролике обычно жизнерадостный и энергичный Чингук стоит, затаив дыхание, в узком, тускло освещенном коридоре. Его лицо, которое часто считается мировым эталоном красоты, теперь стало ярко-красным, с выступающими венами на шее, что указывает на уровень стресса или гнева, превышающий пределы, допустимые для публичной фигуры. Перед ним стоял Таeyon, который в своем фирменном стиле пытался сохранять спокойствие, но его жесты не лгали. Казалось, Таeyon держит Чингука за руку, словно пытаясь удержать надвигающуюся бурю. Но Чингук резко оттолкнул руку, так что Таeyon немного отшатнулся. Самым большим сюрпризом была не эта минимальная физическая грубость, а то, что произошло дальше. Чингук приблизился лицом к Таeyoну, что-то неразборчиво прошептав в микрофон, но достаточно, чтобы выражение лица Таeyона мгновенно изменилось со спокойного на совершенно разбитое. Этот короткий момент, который теперь стал вирусным с хэштегом решетка Юнка Коутов Чонтрол, открыл двери для диких предположений о том, что на самом деле произошло за кулисами самой культовой дружбы в современной музыке. Внимательные фанаты начали складывать пазлы, ища скрытые подсказки в их взаимодействии за последние несколько месяцев. Это кульминация бесчеловечного давления со стороны индустрии? Или же под поверхностью братского образа, который они демонстрируют публике, скрывается личный конфликт, давно затихший? Многие заметили, что в последних выступлениях дистанция между Чингуком и Таeyoном, казалось, увеличилась, словно их разделяла невидимая стеклянная стена. На различных дискуссионных платформах начали возникать риторические вопросы: до каких пор человек, независимо от его известности, способен скрывать свои истинные эмоции ради выполнения контрактных обязательств и ожиданий миллионов людей? Первые скрытые подсказки появляются при углубленном анализе фона видео. На заднем плане были замечены некоторые сотрудники, бегающие с безумными выражениями лиц, что намекает на то, что происходящее не является частью сценария или содержания развлекательного шоу. После взрыва эмоций Чингука воцарилась тишина, словно весь персонал на месте происшествия затаил дыхание, осознавая, что только что стал свидетелем чего-то, что может разрушить репутацию, создававшуюся годами. Эмоциональный накал этой новости усилился, когда анонимные очевидцы, утверждавшие, что находились на месте происшествия, начали давать противоречивые, но одинаково тревожные показания. Некоторые говорили, что Чингук работал без перерыва 48 часов, в то время как другие утверждали, что напряжение с Таeyoном достигло критической точки еще с утренней репетиции хореографии. Кульминацией этой первой главы стало осознание публикой того, что видео — это не просто небольшой инцидент, а симптом чего-то гораздо большего.
Международные СМИ начали освещать, как психическое здоровье айдолов часто приносится в жертву ради создания образа совершенства. Однако для ARMY дело не только в психическом здоровье. Дело в двух душах, которые... Кажется, они борются друг с другом или, возможно, с чем-то, что заставляет их расстаться. Почему Чингук, который всегда ставит своих старших братьев превыше всего, ведет себя так, будто Тэйон – источник его боли? И почему Тэйон, известный своей смелостью говорить, предпочел молчать на 1000 языков, даже когда видео облетело весь мир? Напряжение еще больше усилилось, когда агентство Big Hit Music выпустило очень короткое и двусмысленное заявление, которое вместо того, чтобы разрядить обстановку, только еще больше разожгло подозрения. Они просто попросили фанатов не строить домыслов и уважать частную жизнь артиста, банальная фраза, обычно используемая для сокрытия крупных кризисов. В разгар этой неопределенности появился скриншот старого поста Чингука на платформе для общения с фанатами, который теперь перечитали с новой точки зрения. Пост содержал текст о предательстве и огромной потере, который тогда считался просто выражением восхищения искусством, но теперь рассматривается как скрытое послание, адресованное кому-то очень близкому ему. Динамика отношений между Чингуком и Тэйоном всегда находится в центре внимания, но на этот раз атмосфера кажется иной. В каждом анализе видео чувствуется безнадежность. Эксперты по языку тела, опрошенные различными новостными каналами, начали детально изучать каждое подмигивание Чингука и положение его плеч в вирусном ролике. Они пришли к выводу, что Чингук был в агрессивном состоянии не из-за обиды, а скорее из-за глубокого разочарования, как будто он пытался вырваться из невидимых оков. Между тем, Тэйон изображен как человек, скорбящий в толпе. Душераздирающий парадокс для любого, кто когда-либо ощущал их близость. Еще один глубокий шок вызвали сообщения о том, что незадолго до инцидента в зале заседаний разгорелись жаркие дебаты о будущем направлении их сольных карьер. Возможно ли, что профессиональное соперничество отравило такие близкие личные отношения? Или за кулисами индустрии есть третья сторона, теневая фигура, которая намеренно стравливает их друг с другом ради финансовой выгоды? В новостном сюжете нельзя игнорировать тот факт, что каждый раз, когда в такой крупной группе, как BTS, происходит раскол, это отражается на фондовой бирже и экономической стабильности южнокорейской индустрии развлечений в целом. Однако за цифрами и статистикой скрываются два молодых человека, которые, похоже, находятся на грани эмоционального срыва. Мир словно остановился для фанатов, когда они поняли, что айдолы, которых они считали героями без изъянов, оказались обычными смертными, способными потерять контроль над собой. Короткий ролик стал неопровержимым доказательством того, что у славы есть темная сторона, которую редко затрагивают основные СМИ. Отказ Чингука от контроля – это символ сопротивления системе, которая требует от него всегда улыбаться, даже когда его сердце разбито. Тэйон, с другой стороны, стал символом тихой стойкости, которая, вероятно, и является ключом ко всей этой головоломке. Теперь аудитория по всему миру разделилась на два лагеря. Те, кто защищает действия Чингука как проявление честной человечности, и те, кто опасается последствий такого поведения для целостности своей любимой группы. С наступлением ночи в Сеуле давление в социальных сетях не утихало. Каждую секунду появлялись новые теории, от правдоподобных до самых конспирологических. Некоторые говорят, что Чингук пытался защитить Тэйона от чего-то более опасного, и его гнев был направлен на руководство, но Тэйон оказался не в том месте и не в то время. Другие подозревают, что видео было намеренно слито внутренними силами, чтобы отвлечь внимание от более важных проблем. Однако одно можно сказать наверняка, этот короткий момент изменил все. Образ Чингука как послушного младшего брата померк, уступив место образу взрослого мужчины, борющегося с бушующей внутренней бурей. Атмосфера в их общежитии, обычно описываемая как место, полное смеха и тепла, теперь представляется как место холодное и напряженное, которое можно разрезать ножом. Фанаты начали мирный митинг перед зданием агентства, не для того, чтобы требовать объяснений, а чтобы оказать моральную поддержку обоим артистам. Однако за этой поддержкой скрывается настоящий страх. А что, если это начало конца? Что, если тот короткий момент в тускло освещенном коридоре стал поворотным моментом, после которого их отношения уже никогда не смогут вернуться к прежнему состоянию?
Любопытство, которое преследует всех, больше не связано с тем, что они делают, а с тем, что они скажут, когда их, наконец, заставят заговорить. Интернет продолжает прочесываться интернет-детективами. Они обнаружили, что за несколько секунд до того, как видео было прервано, на заднем плане раздался слабый голос, зовущий Чингука по имени очень тревожным тоном. Это был не голос сотрудника, а голос другого участника, звучавший очень встревоженно. Это добавляет еще больше загадки. Что-то произошло до того, как камера начала запись. Почему Чингук? Кажется, они так настороженно относятся к Тэйону, к фигуре, которая обычно является его защитником. Эти вопросы витают в воздухе, создавая напряженную атмосферу, которая душит любого, кто следит за развитием событий. Читателя волнует повествование, иллюстрирующее хрупкость счастья на вершине мира. Мы часто видим, как они смеются на сцене перед десятками тысяч людей, но редко задумываемся о том, каково это сталкиваться с самыми личными конфликтами под пристальным вниманием. Чрезмерный гнев Чингука – горькое напоминание о том, что за блеском костюмов и грима скрываются настоящая кровь и слезы. Молчание Тэйона представляет миллионы людей, которые предпочитают проглотить горечь, чтобы сохранить псевдомир. Противоречие между ними создает реальную драму, более драматичную, чем любое когда-либо написанное художественное произведение. С течением времени эти новостные сюжеты все глубже и глубже отслеживают их цифровой след. Выяснилось, что за несколько часов до инцидента Тэйон выложил фотографию черно-белого пейзажа с очень поэтичной, но меланхоличной подписью. Теперь эта фотография рассматривается как знак или, возможно, прощальное послание, знаменующее определенный этап в их жизни. Чингук, который обычно всегда ставит лайки или комментирует посты Тэйона, на этот раз полностью отсутствовал. Это простое отсутствие цифрового взаимодействия послужило дополнительным доказательством теории конфликта, указывающей на то, что между ними что-то не так. Ажиотаж достиг своего пика, когда опытный журналист из Южной Кореи, специализирующийся на развлекательной индустрии, сообщил о скором объявлении о важном событии, связанном с этим инцидентом. Спекуляции о распаде, перерыве или уходе одного из участников начали преследовать умы всех фанатов. Однако среди всей этой суеты короткий момент между Чингуком и Тэйоном остается в центре всего. Этот момент стал глубоким потрясением, заставившим всех увидеть другую сторону к поп-индустрии, скрытую за шелковыми занавесами. Напряжение, нараставшее с первой строчки этой новости, достигло такой степени, что читатели не могут отвести взгляд, желая узнать глубже, что на самом деле произошло за секунды до окончания видео и с какими последствиями им пришлось столкнуться впоследствии. Это эмоциональное путешествие только начинается. Каждая мелочь, от выдохов Чингука до едва уловимых вибраций в руках Тэйона, стала предметом бесконечного анализа. Словно весь мир наблюдает за разворачивающейся в реальном времени современной трагедией. Больше нет места сомнениям, что этот инцидент нанес глубокие раны как виновникам, так и тем, кто стал его свидетелем издалека. Мы вынуждены задуматься, имеем ли мы, как зрители, право требовать правды, или же мы просто часть давления, которое в конце концов заставляет Чингука потерять контроль? Этот риторический вопрос завершает первую часть нашего расследования, оставляя пустоту, которую необходимо немедленно заполнить новыми удивительными фактами в последующих главах. Теперь все взгляды прикованы к тому, какие шаги предпримет Тэйон в ответ на эту ситуацию. Продолжит ли он оставаться молчаливым защитником, или, наконец, заговорит и раскроет правду, которая, вероятно, разобьет сердце многих? С другой стороны, Чингук находится на распутье между сохранением своего имиджа и тем, чтобы оставаться самим собой со всей своей эмоциональной сложностью. Сюрприз, скрывавшийся за закрытыми дверями здания HYBE, оказался намного масштабнее, чем кто-либо мог себе представить. Каждая скрытая подсказка, которую мы здесь обсуждали, это лишь верхушка айсберга заговора и эмоционального конфликта, настолько масштабного, что в нем участвуют не только два человека, но и вся система, поддерживающая их глобальный успех. В разгар этой неопределенности ARMY постоянно пересматривали видео, ища еще одну деталь, которую могли упустить. Тень на стене, бесшумное движение губ или, возможно, отражение в глазах Тэйона могли бы дать окончательный ответ. Это напряжение больше не связано с простыми сплетнями о знаменитостях.
Речь идет о понимании границ между частной жизнью и публичным потреблением, между любовью и одержимостью, между реальностью и фантазией, которые так искусно выстраивались годами. Чингук и Тэйон со всем своим обаянием и талантом теперь оказались в эпицентре бури, которую они сами создали, или, возможно, которую создал для них весь мир. Какова бы ни была правда, та ночь в том тусклом коридоре навсегда изменила их историю. И мир все еще затаил дыхание, ожидая, что произойдет, когда наступит рассвет и правда начнет медленно, но верно раскрываться. Тишина, последовавшая за цифровым взрывом, была не успокаивающей, а скорее жуткой, подобной затишью перед надвигающейся бурей. В течение 48 часов с тех пор, как 15-секундное видео потрясло основы индустрии развлечений, штаб-квартира HYBE в Йонсоне выглядела как осажденная крепость. Не было никаких дополнительных официальных заявлений, никаких постов на Уиверс.